подмосковным городом Клин надо заехать в музей Петра Ильича Чайковского. Именно в эти места композитор бежал от городской суеты, чтобы работать в тишине, в окружении природы. Интересно, что бы сказал Чайковский сегодня, увидев город, то самое тихое, уединенное место. И вот мы возле усадьбы Чайковского. Дом небольшой, этот дом он арендовал и провел в нем несколько лет своей жизни наездами. Никогда не был здесь долго, но здесь он писал основные свои произведения. Пойдемте внутрь. Мы небольшие эксперты в музыкальных вопросах, но заехать сюда стоит. Музей законсервировал обстановку жизни Чайковского сразу после внезапной смерти от холеры, как будто на машине времени перемещаешься в 1893 год. В музей нам выдали аудиогид. Экскурсовод проведет вас за 1700 рублей, но вряд ли дети выдержат 1,5 часа. Впечатляет зал, в котором Чайковский принимал гостей, исполнял свои произведения. Со стены, напротив рояля, на композитора смотрел с фотопортрета отец. Именно он, будучи сам, говоря современным языком, генеральным директором большого предприятия, настоял, чтобы уже взрослый, получивший юридическое образование Петр, поступил в музыкальное учебное заведение, последовав за своим талантом. В доме Чайковского поражает своей скромностью спальня. Очень скромная кровать, обстановка и, казалось бы, не очень презентабельный стол, за которым композитор создал свои самые величайшие произведения. И в частности, 6-я симфония написана здесь от первой до последней ноты. Признаться, аудиогид показался нам скучным. Информация только об экспонатах в доме, личность композитора не раскрыта. Например, хотелось бы услышать, почему у него не было семьи, и почему всемирно признанный композитор, который без конца гастролировал по Европе и даже США, не мог позволить себе купить дом-усадьбу. Более 14 лет он ежегодно принимал спонсорские 6000 рублей от Надежды фон Мек, с которой состоял в дружеской переписке. Музей не рассказывает и о значимости для Чайковского одного из постоянных жильцов этого дома, Владимире Давыдове. Он был племянником Чайковского. Бобу, как называл его Петр Ильич, композитор передал права на доходы от исполнения своих произведений. То есть Давыдов – главный наследник Чайковского. Исследователи на основании дневников и писем считают, что отношения Петра Ильича и Владимира Давыдова были гораздо более близкие, чем дружеские. Ту самую 6-ю симфонию, которую Чайковский называл лучшим из своих произведений, он посвятил своему племяннику. Особо ценным в музее мне показалась возможность услышать голос гениального композитора Петра Чайковского. Это единственная запись.